Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Сегодня мы поговорим об очень важном моменте касаемо свиданий с мужчиной. У женщин возникает периодически вопрос, как же так, мужчина мне понравился, но вот он себя ведет робко, а я вот очень сильно хочу, чтобы наши отношения складывались, поэтому я делаю вот это, я привлекаю его внимание, я стараюсь ему понравиться, я хочу его похвалить, там обращаю внимание на себя, делаю что-то приятное для него, либо наоборот, наши свидания начали развиваться, но он как-то очень медленно двигается навстречу. Я проявляю инициативу, настойчиво звоню ему, назначаю встречи. Получается такое ощущение, что только меня волнует, что происходит в наших отношениях. Я устала тянуть этот воз. Почему он не проявляет инициативу, как его заинтересовать? Очень интересный момент, да? Если вы понравились мужчине, он вас выделил среди остальных, он будет делать что-то, чтобы обратить ваше внимание на себя, он будет делать что-то, чтобы получить как можно больше эксклюзивных моментов в общении с вами, он будет перетягивать, невольно перетягивать ваше внимание на себя и стараться сделать так, чтобы у вас и у него было как можно больше совместных точек соприкосновения и было совместного времяпровождения. Но если вы видите, что мужчина пока не очень сильно по каким-то причинам. Я сейчас не буду говорить, что если он ничего не делает или он делает слишком медленно, вы ему не нравитесь, бросьте, забейте и все тому подобное. Не буду. Мужчины бывают разные. И иногда именно наша внутренняя женская заинтересованность в отношениях делает мужчин ленивыми. К сожалению. Это знаете, приведу вам пример. Мы все знаем, что такое деньги, мы все знаем, что когда у человека есть деньги, а наша потребность в отношениях, это вот представим себе, что это эквивалент денег. Всегда инвесторы, имея лишние деньги, ищут проекты для инвестирования. И вот отношения с мужчиной есть проектом, в который вы хотите вложиться. А мужчина есть держателем этого проекта, в который вы хотите вложиться. И что получается, если инвестор прибегает к стартаперу, к развивающемуся бизнесу или к тому, кто собирается развивать бизнес и говорит: слушай, у меня есть куча денег, давай потратим. У человека, у которого есть хоть какая-то банальная идея, возникает очень большое искушение не воспользоваться бы чужими деньгами. Я рискую минимально. Отдача, если получится, отдача максимальная. Я выигрываю тоже. Если мы проиграем, я ничего не теряю. Я не вложился. А теперь вернемся к отношениям с мужчинами и женщинам. И что получается, если женщина сильно проявляет инициативу, если женщина очень активно добивается мужчины, если женщина очень активно строит отношения, что-то делает, то у мужчины создается впечатление: я являюсь ценным объектом. Пусть она меня уже облагораживает, пусть она уже делает хоть что-нибудь, я этим попользуюсь, пока мне будет удобно, а потом подвернется лучшее, с большими предложениями, с лучшими обещаниями, с более интересными перспективами, пойду туда. И поэтому, когда вы слишком расфорсируете события, у вас внутри, можно, конечно, ответить, что Алла, тебе хорошо говорить, у тебя все хорошо, спокойно, тебе не надо ни за что переживать, а я вот переживаю. Давайте переживать правильно в этой ситуации. Если вы вкладываете систематически в отношения с мужчинами много, а мужчина этого не ценит, значит, вы что-то делаете не так. И надо менять тактику. И поэтому, если вы будете спешить в припрыжку, вкладываться очень много, вы будете регулярно проигрывать, потому что вы не успеваете мужчину сделать инвестором, таким же инвестором, как и вы, ваших будущих отношений. Вы быстро делаете мужчину призом, но не делаете его инвестором. И не позиционируете ни в коем случае уже сами себя в этой ситуации как приз. Интересный момент, оказывается, и вы можете быть призом, правда? И что получается? Если вы идете медленнее, чем мужчина в эти отношения, если вы придерживаете свои эмоции, да, очень хочется быстренько раз, два, и все, уже получить подтверждение, штамп в паспорте и сказать: отмучилась, можно расслабиться. Нифига. Потому что эта поспешность делает мужчину призом, а вас делает неумелым инвестором. И если в этой ситуации вы двигаетесь чуть-чуть медленнее, чем мужчина,
А мужчина должен проявлять активность для того, чтобы вас подтолкнуть, чтобы вас вытащить на свидание, чтобы вам позвонить лишний раз. Да, вам интересно с ним говорить. Один раз вы позвонили, а потом не звоните. Даже если вы пообещали перезвонить, не звоните. Дайте ему возможность себя проявить. Дайте ему возможность вложиться в ваши отношения чуть-чуть больше, чем вы. Тогда у него будет заинтересованность за эти отношения держаться. Мужчины тоже не любят терять то, во что они инвестировали. Но если он никак не инвестирует, его риски минимальны. Вернее, их нет вообще. И тогда его ничего рядом с вами не держит, даже если он вам рассказывал, что вы ему очень нравитесь и очень дороги. Следите за действиями мужчины, за теми поступками, за его активностью для того, чтобы ваши отношения развивались. И когда вы понимаете, что происходит, тогда вам легче принять решение и для себя понять, вы для мужчины являетесь ценной или нет. Поэтому, если вы хотите счастья, мои ласточки, делайте так, чтобы мужчина был таким же инвестором в отношения, как вы. Дайте ему двигаться чуть-чуть быстрее, проявлять инициативу. Ну, а если он вообще не двигается, я об этом расскажу в следующем видео, если вам интересно. Пишите свои вопросы в комментариях под этим видео, вот здесь прямо, да. А также ставьте лайки. Мне чертовски приятно получать эти видео. Мои ласточки, до встречи в следующих видео. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». И пока-пока. Помните, делайте мужчину инвестором в ваши отношения. Мудрости вам и женского счастья. Пока-пока.